Вітаю вас! Я Світлана, і сьогодні я запрошую вас до свого сада помилуватися трояндами. Покажу одну из своих самых любимых роз, любимого цвета. Расскажу о ее особенностях, увидим, как она выглядит в саду, а не на картинках в интернете. И вы сделаете свой вывод, хотите вы ее в свой сад или нет. Сегодня обзор розы Ла-Вилла Котта. Современная роза хамелеон Ла-Вилла Котта. Роза шарап или даже небольшая плетистая, ее можно и так вести. Эту красоту в сад я хотела очень-очень, но оказалось она у меня не с первой попытки, не могла заказать сорт. Сразу я вам рассказывала одной весной, не получилось у меня вообще розы заказать. Этому моему кусту 2 года, посажен в желтом розарии. Соседи у нее знатные: Анри Дельбар, Глория Дей, Бельведер, 5 кустов. Почему 5, когда-нибудь расскажу. Golden Celebration, Абрахам Дерби, Роза Ла-Вилла Котта, селекции Кордес, Германия, 2013 год. Достаточно молодая. Куст очень рослый. Я бы даже сказала, сильно рослый. Чтобы снять ее второе цветение, я поднимала камеру над головой, держала телефон и снимала. Эту розу можно закрепить на опоры, и получится небольшая плетистая. Единственное, что надо ветви наклонять, как у плетистых роз, чтобы по мере роста цветы не наверху оказались, как у меня на этом кусту, а шли горизонтально. Ну, я не пробовала, попробуйте, может быть и получится небольшой плетистой ее сделать. Или сажайте ее на второй план. Высота куста довольно большая, 1,5, может быть 2, а может и выше. Я не знаю, она у меня молодая роза еще. Куст очень хорошо облиственен, листва зеленая, сочного такого зеленого цвета. Ветви крепкие, опоры у меня не ставились именно для этой розы. Ну и в желтом розарии с этой стороны нету опор. С другой стороны под плетистый, под гирлянд амур, под индиго лето я ставила опоры, а сюда не ставила. У этой розы очень красивый, трендовый цвет сезона 2024. Ну, почти в тренд она попала. Немного ярче заявленный. Трендовый цвет, знаете какой? Нежный-нежный персик. Так вот, у нее цвет немножко ярче, но тональность почти та. Вообще-то роза хамелеон. Играют переливами оттенки. Будут зависеть от того, сколько солнышка она у вас будет получать на участке. От солнца не горит цветок. Полив любит, уход любит, как и все розы, но особо не прихотливо. Можно посмотреть, как переливаются оттенки все на ее цветах. Желтый, медный, оттенки лососевого, оранжевый. Очень красивая. Цвет меняется. Если в тени вы ее посадите, будет больше желтых оттенков. По аромату я могу сказать, что он средне-слабый. Немножко есть, как у розы, но не выделяется среди других роз. Особо не ощутим. По раскрытию цветок превзошел мои ожидания. Раскрывается долго и держит его еще дольше. У меня вот одна роза Джолита, она меня удивила, и Ла-Вилла Котта. Дней 10, может быть и 2 недели, но зависит от того, конечно, насколько жарко. В жаркую погоду все-таки быстрее сбрасывает она лепестки свои. На одном побеге цветов много. Один сменяет другой, и
особого перерыва в цветении у этой розы нет. Поэтому на кусту всегда есть цветы. Без особого перерыва она цветет и цветет. Сам цветок не очень большой, до 10 сантиметров, но, как я сказала, букетами цветет. Может быть, даже в характеристиках есть их, можно вот посмотреть. 3, 5, 7, мне кажется, у меня и больше было. Я не считала особенно, сколько у нее, но много. И она вся прямо как яркий фонарик оранжевый. Украшает участок очень-очень. Зона зимостойкости 6. Укрываю я ее на зиму, но я почти все свои розы укрываю. На дождь и на солнце она не реагирует. В болезнях не была замечена также. Хотя обработки у меня всех роз одинаково, я особо никого не выделяю и наоборот не обхожу вниманием. Но эта роза устойчивая. Читала еще про эту розу, когда выбирала, что ее цвет сравнивают с розой Бельведер. Я не совсем согласна. Мне кажется, что Бельведер немножко, во-первых, нежнее цвет. Она у меня через 3 куста от нее посажена. Ну, цветок там немножко другой. И оттенок все-таки уловила. Кота ярче, сочнее цвет. Хотя обе розы в желто-персиковой гамме такой, но разные. Но все розы разные. Роза Ловила Кота ярче и более переливается оттенками. Хамелеон, как бриоза у меня. Они вот чем-то, кстати, с бриозой похожи. Покажу вам позже другие свои желтые розы, и можно будет посравнивать. Ну вот тут немножко видео есть в желтом розарии. Очень стойкая к болезням, к вредителям, к дождю, к солнцу. Вообще современная роза отличается своей устойчивостью, неприхотливостью. Но есть у этой розы и особенность, как у красавиц, все-таки маленький один недостаток. Хотя как это считать, недостаток, не недостаток? Эта роза любит веснушки, скажем так. При резких перепадах температур и влажности воздуха лепестки этой розы становятся как точечками оранжевыми покрыты веснушками. Я вначале думала, это может вредители какие-то именно эту розу, потому что в моем саду редко я вижу, что в веснушках розы. А потом смотрела, читала информацию, оказывается, именно этот сорт подвержен веснушчатости. Цветет долго. В октябре, если погода позволяет, и в ноябре может цвести. Я когда обрезала, она была с цветами. Ну, я розы все подряд, потому что у меня их много обрезала, не стала ее выделять. Терри Маркс только оставила одну розу, а ее обрезала. Розой очень довольна. Рекомендую. Если вы любите такого цвета розы, будет ярко, оранжевый праздник все лето у вас в саду. Как она вам понравилась? На сегодня про розы у меня все. Хотела вам, знаете, еще что сказать. Когда укрывала розы, сама себе говорю: Света, ну зачем тебе столько кустов роз? Обрезаешь, ухаживаешь. Теперь столько колючих веток. Мы ели их за неделю. Все передробили. Пришлось дробилку покупать. Они не сохнут, чтобы в камине их сжечь. Ну, сохнут, может, за несколько лет и высохнут. В общем, проблем от роз, конечно, куча. Подумаю, за зиму, может быть, от части своих сортов избавлюсь. Посажу другие какие-то цветы или хвойные. А вот монтирую вам видео. И в голову мысль мне одна пришла. Решила посмотреть календарь, когда я там в прошлом году открывала розы. Осталось ровно 3 месяца до середины марта. И я опять за моими красотками начну ухаживать. Уже жду, оказывается. Может быть, мы поэтому так и любим розы, что за наш уход и заботу они нам дарят такую красоту.
отвечают взаимностью. У кого есть эта роза, делитесь впечатлениями от сорта в комментариях. Никакую розу я из сада убирать пока не буду, это точно. До встречи в новом видео. Всего хорошего.